Добро пожаловать в захватывающий мир природы! Сегодня мы отправимся в увлекательное приключение в поисках одной из самых великолепных и загадочных птиц дикой природы. Готовы узнать больше об этом невероятном пернатом чуде? Тогда давайте начнем наше удивительное путешествие. Одним из наиболее впечатляющих обитателей этого мира являются дикие птицы. Среди них особенно выделяются утки-мандаринки, волшебные персоны, настоящие живые картины. Они обитают в дикой природе, но с удивлением адаптируются к человеческой среде, даруя нам свою величественную красоту. Утка-мандаринка, невзрачная на первый взгляд, принадлежит к семейству утиных, но в ее облике сокрыта необыкновенная грация. Утка-мандаринка обитает в различных уголках Азии. Ее природная среда обитания включает в себя влажные и заболоченные местности. Утки-мандаринки предпочитают области с умеренным климатом, а также уступками к теплому и влажному климату. Эти красочные птицы также известны своими талантами лазания. Используя свои когти и острые края клюва, утки-мандаринки могут лазить по деревьям прямо к почти недоступным участкам, где они могут устроить гнезда и отдыхать. Мандаринки – настоящие мастера выбора своих убежищ. Они предпочитают тщательно охраняемые территории вблизи разнообразных водоемов. Вот где они устраивают свои дома среди густых прибрежных зарослей, в дуплах старых деревьев и даже среди каменистых россыпей, везде, где им удобно. Мандаринки чувствуют себя комфортно в низинах, долинах, подтопленных районах и на болотистых уголках, где обязательно растут густые лиственные леса. Их можно встретить даже в высокогорных местностях, на высотах до 1500 метров над уровнем моря. А вот что удивительно, для них наличие воды и лесов является абсолютно неотъемлемым условием жизни. Не менее потрясающее, что мандаринки – настоящие воздушные асы. Их способность к вертикальному взлету не перестает удивлять. Поселиться на высоком дереве для них просто игрушка. В высокой позиции над водой у них всегда характерно поднятый хвост. Кроме того, они общаются необычными свистками, не прибегая к привычному кряканью, что делает их еще более загадочными среди утиных родственников. Эти птицы впечатляют не только своим размером до полуметра в длину и размахом крыльев в 75 сантиметров, но и своим ярким внешним видом. Вес взрослой особи редко превышает 800 грамм. Их оперение – настоящее произведение искусства природы. Голова украшена калейдоскопом цветов, а клюв сверкает яркой краской. Замечательно, как волшебство, переливы красного, зеленого и пурпурного распространяются по верхней части головы, а в районе глаз светлеют. На шее проявляется прелестный переход от красного к зелено-синему. Но это еще не все. Грудь украшают фиолетовые тона, подчеркнутые двумя белыми полосами. Боковины тела обрамляются коричнево-красной гаммой, а паруса оранжевого оттенка впечатляют ближе к спине. Хвост зыбко-черный, а спина калейдоскоп из темных, черных, синих, зеленых и белых оттенков. Брюхо и подхвостье украшают белые перья, а лапки забавно оранжевые. Самки, в свою очередь, предпочитают более нежные и скромные тона с рябыми серыми оттенками. Некоторые из них даже имеют своеобразные хохолки. Цвет клюва и глаз менее яркий, темно-серый, но взгляд все равно завораживает. В зоопарках и городских водоемах можно встретить уток-мандаринок чисто белого цвета. Эти мутации связаны с близким родством. В начале брачного периода самцы демонстрируют свои яркие оперения, но после этого начинают линять и становятся более похожими на самок. Но отличить их можно по оранжевому клюву и лапкам. Утята-мандаринки, как и у других родственных видов, рождаются с маленькими различиями в расцветке, что делает их особенно интересными для наблюдения. Диета этих пернатых – настоящее приключение. Они исследуют водные и сухопутные уголки в поисках разнообразной пищи. В воде им встречается икра рыб, мелкие головастики, моллюски, ракообразные и многое другое. Но не только водные сокровища привлекают их внимание. На земле они находят насекомых и их личинок, червей, а также мелких земноводных. Однако это еще не все. В рацион входит и растительная пища. Разные семена и плоды. Они даже не обходят вниманием растения, растущие вдоль береговой линии.
Когда наступает время пищи, они выходят на охоту как утром, так и перед закатом. Если их держать в условиях зоопарков, то им предлагают мясные угощения, рыбу и разные злаковые культуры, такие как ячмень, пшеница, рис и кукуруза. Путешествуя в миру так мандаринок, мы не можем не уделять внимания их непростой борьбе за выживание. Естественные враги этих великолепных птиц могут быть коварными, однако благодаря своей изысканной природе они нашли способы приспосабляться к этим условиям. Среди естественных угроз выделяются хищники, такие как большие рыбы, хищные птицы и наземные хищники, готовые преследовать уток мандаринок как в водной среде, так и на суше. Но эти великолепные птицы умеют прятаться, метко маневрировать и вести себя так, что мимикрия становится их союзником. Вопреки всем невзгодам, мандаринки продолжают впечатлять своей выносливостью и удивительной способностью к адаптации. Однако, несмотря на свои естественные преимущества, сохранность вида все равно остается под угрозой из-за антропогенного воздействия, разрушения и загрязнения природных мест обитания. Нам, людям, важно помнить, что мы несем ответственность за сохранение этого великолепного уголка природы и его уникальных обитателей. Загадочные мандаринки – эти создания формируют пары на всю свою жизнь. Они стали символом непреклонной силы брачного союза в странах Востока, где люди ценят их преданность и верность друг другу. В начале весны самцы превращаются в настоящих ухажеров, впечатляя своих избранниц не только манящим оперением, но и завораживающим плавательными поединками. Самец поднимает свои волшебные перышки, плывя по воде, словно танцуя в ритме любви. Забавно, что за одной самкой могут соперничать несколько поклонников. И как только пара сформирована, они остаются верными друг другу на протяжении всей своей жизни. Если один из них уходит, другой остается одиноким. Время влюбленности наступает в марте-апреле, когда самки начинают искать уютное место для будущего потомства. Они выбирают дупло в старом дереве или создают гнездо среди густых зарослей и корней больших деревьев. Здесь, в тени мудрых лесов, они откладывают не менее 4 нежных яиц. И вот любопытный факт. У мандаринок есть острые и крепкие коготки, позволяющие им уверенно зацепляться за ветви и кору деревьев. Эти удивительные птицы в своем естественном окружении ощущают себя как дома в кронах вековых лесов. Самка терпеливо высиживает потомство в течение месяца, в то время как ее партнер готовит пищу, помогая ей преодолеть сложный этап ее жизни. После рождения утята демонстрируют невероятную активность, но пока им не удалось освоить искусство полета, им нелегко преодолевать расстояние до воды. Самка с опытом приводит свое потомство на землю и призывает их, издавая нежные звуки. Они выскакивают из гнезда и, несмотря на удар о твердую почву, тут же встают на ноги. Как только все утята соберутся на земле, самка ведет их к воде. И как волшебство, они сразу начинают плавать, словно это было в их крови всегда. А сами начинают искать себе пищу. В случае угрозы самка стремится спрятать свое потомство в густых зарослях, а ее партнер предстает перед хищником как настоящий герой, отвлекая его внимание. Через несколько месяцев утята овладевают искусством полета, что делает их выживание гораздо проще. После этого момента утята становятся совершенно самостоятельными. С появлением новых перьев самцы собираются в стаи. Когда им исполнится год, они готовы к собственной семейной жизни. В природе утки-мандаринки живут примерно 7,5 лет. Но под чутким уходом человека этот срок может значительно увеличиться. Ведь благодаря заботе и вниманию мы можем помочь этим великолепным созданиям расцвести во всей своей красе. Прощайте, удивительные мандаринки, и те, кто разделил со мной этот удивительный миг. Надеюсь, вы унесли с собой каплю вдохновения и восхищения. Пусть каждый миг вашей жизни будет полон ярких красок, как у этих волшебных созданий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные выпуски, и жмякайте большой палец вверх. Берегите природу и до новых встреч!